Всем здравствуйте! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Татьяна. И в этом видео я хочу рассказать, как я вязала данный свитер. Как вы видите, этот свитер связан полупатентной резинкой. Он связан на размер 46-50, то есть МЛ. Что касается данного узора, это полупатентная резинка. В описании под видео я оставил информацию о том, как она провязывается. И в поворотном вязании, и в круговом. Расход данного свитера получился 650 грамм. Данный свитер я вязала из пряжи 100% меринос. У меня была вот такая вот бобина 700 грамм. И вот все, что осталось. И в 3 нити, то есть получается итоговый метраж 250 метров. Что касается этой пряжи бобины, я думаю, кто вязал, знает, что она 100% меринос после ВТО распушается. Я сейчас вам покажу рукав и конкретно вот эту пряжу в бобине. Видите, какое есть отличие. Здесь у нас уже распушился. Вот так вот красиво, мягкий. Вы знаете, он очень мягкий, действительно такой приятный к телу, этот меринос. Я замерю, быстренько вам скажу. Значит, по пройме. Вот сейчас у меня 56 сантиметров. До ВТО и было 56 сантиметров. Так, теперь по длине. Если вот так вот от самой верхней точки и до низа, тоже 56 сантиметров. Вы знаете, я хочу сказать то, что после ВТО он не очень в длину вытянулся. Он был где-то 55 сантиметров, ну, может, на сантиметр только и вытянулся. Так, наверное, дело в том, что я полупатентную резинку вязала не в лицевую низ лежащую петлю, а именно с помощью накидов. Вот я так понимаю, что благодаря этому получается вот это вот полотно, оно не сильно вытягивается вниз. Когда мы провязываем полупатентную резинку вниз лежащую лицевую петлю, то скорее всего она более тянется. Ну, это мое такое мнение. Так, реглан. Длина реглана по переду 24 сантиметра. Теперь длина рукава. Вот от ворота и до самого края 62 сантиметра. Так, рукав вот от проймы и до манжета 39 сантиметров, а вместе до конца, до манжета включая, 45 сантиметров. Так, вот такие вот размеры. Ворот у меня провязан спицами разного размера. То есть я начинала вязание сверху вниз. Провязан ворот. Дальше шла ложная петлевка. И затем шел вот этот вот реглан, который состоит из 5 петель. Так, что касается вообще спиц, у меня провязан разными размерами данный свитер. Основное полотно номер 4. Рукава, после того, как провязан реглан, я вязала рукава 3,5. Вот эта вот часть. Манжеты и низ у меня провязан номером 3. Перед тем, как закрывать петли, я провязывала 2 ряда полой резинки. Для того, чтобы укрепить вот этот вот низ, чтобы он не растягивался, резинка. 2 ряда полой резинки у меня провязано. И по рукавам то же самое. Так, вот это вот вся основная, скажем, информация по вязанию данного свитера. Хочу отметить то, что у меня этот мастер-класс не подробный, точнее не попетельный. В данном мастер-классе я не показываю, как я провязывала росток. Вот, поэтому я оставляю ссылочку на мастер-класс тоже свитера полупатентной резинкой. Вот, оставляю тоже тайм-коды конкретно, какие по времени, где вы можете перейти посмотреть. Там в том мастер-классе я показываю подробно вот этот вот росток аналогичный. Поэтому я думаю, что
Если кто-то захочет вязать, перейдете по ссылочке, посмотрите, потому что там я подробно все показываю. Единственный момент отличия будет то, что здесь у меня вот по лицевой стороне идет лицевая с накидом. Именно лицевая с накидом по лицевой стороне. А в том мастер-классе у меня лицевая сторона вот эта. То есть там у меня идет изнаночная с накидом. Вот поэтому я думаю, что в принципе ничего сложного нет, чтобы разобраться в провязывании именно ростка. Если будут какие-то вопросы, конечно же, задавайте. Единственное, хочу отметить то, что этот свитер можно носить и даже на вот такую сторону, на другую, то есть на изнаночную. Он красиво смотрится, и вы знаете, я вот как связала, я его вывернула наизнанку. Сейчас тоже вам покажу. И я думаю, что в принципе можно носить и даже вот такую взять лицевую сторону. То есть видите, вот реглан. Вот так вот. Вот этот вот реглан, линия. Ложная кетлевка. Ну, вы знаете, в принципе, он красиво смотрится. Аккуратно по изнаночной стороне. Так, вот такие вот убавки в рукавах идут, поэтому можно, скажем, носить этот свитер и одной стороной, и другой. Хочу поблагодарить всех за просмотры, за подписки, за пальчики вверх. Вот, я очень рада, что мои видео, конечно, смотрят люди, и кому-то они нравятся, и вот эта информация становится полезная. Всем спасибо за просмотр. Начинаем. Начало вязания. Вот такая вот у нас бобинка. 700 грамм. Это итальянский меринос стопроцентный от фирмы Камарджи. Так, это у нас Ботта Пуала, видите? Так, и что касается метража, 750 метров в 100 граммах. Я буду вязать в 3 сложения. Хочу обратить внимание на то, что здесь цвет такой, знаете, светло-телесный такой. Вот. Но ниточка в бобине, она очень такая неприглядная, совсем вот простая, скажем. Но я связала образец, и смотрите, какая разница между образцом. В образце у меня 3 сложения, то есть здесь 250 метров в 100 граммах. Вот видите, они уже распушились и прямо переплетаются друг с другом. Если вот сравнить здесь 3 сложения, просто вот таким образом, смотрите, какая разница. Один раз постиран образец, и уже как распушился вот этот меринос. То есть бобинный меринос очень меняется в своей форме, вообще в структуре и, конечно, во внешнем виде. Поэтому бобинная пряжа, не переживайте, что она останется такая. Она всегда будет распушаться после стирки. Так, плотность моего вязания 2 петли в 1 сантиметре. У меня здесь 20 петель набрано. И конкретно вот в этом узоре у меня, я его немножко растяну, 10 сантиметров. Значит, плотность вязания 2 петли в 1 сантиметре. Что касается набора петель, я буду набирать итальянским способом. Если вы хотите или не умеете этим пользоваться еще, можете посмотреть на канале, у меня есть отдельное видео. Или можете просто набрать каким-то своим любым способом. Или даже самым простым. Берем спицы в работу и набираем вот это вот количество петель. После этого провязываем резиночку 1 на 1. Я не буду в этом видео показывать. Я думаю, все мы умеем вязать лицевые и изнаночные петли. Провязываем на свою высоту. Так, воротник у меня уже полностью провязан. Вот так вот оно выглядит. Полотно поближе. По сантиметрам. 17 сантиметров. Воротник я провязывала разными спицами.
Значит, смотрите, вот он у меня идет начало, значит, я провязывала 4 сантиметра спицами номер 3,5, затем меняла на троечку 3 сантиметра. По центру у меня были спицы 2,75, 3 сантиметра примерно. И далее опять троечка, вот как и здесь. И затем уже сейчас вот у меня 3,5 опять. Для того, чтобы ворот стягивался посерединке, хорошо ложился по шее, я его провязываю обычно разными спицами. Вот даже видно, видите, как такая вот плавная линия по центру уже идет. Так, сейчас у меня пойдет ложная петлевка. Буду брать спицы меньшего размера. Можно взять спицы на целый размер меньше, можно немножко меньше. Я буду брать спицы номер 2,75. Как выполняется ложная петлевка, можете перейти по ссылочке, сейчас она появится в правом верхнем углу, и посмотреть ложную петлевку при вязании сверху вниз. Она выполняется совсем несложно и красиво смотрится. Итак, ложная петлевка у меня уже провязана. Вот так она выглядит поближе. Это по лицевой стороне. И по изнаночной стороне выглядит вот так. Очень красиво. Похоже на фабричное, скажем, вот это оформление горловины. Поэтому я такой ложной петлевкой пользуюсь практически всегда. Так, сейчас мы с вами переходим на распределение петель на реглан. Каким образом мы с вами будем провязывать? Я вам сейчас покажу вот этот рисунок. У нас получится вот такая вот картина. 112 петель, по 5 петель на регланной линии. И по спинке 29 петель, по переду 37. Что касается рукавов, у нас по 13 петель отведены на рукава. Поэтому сейчас распределяем маркерами вот эти петли. Я уже их распределила, видите? Самое начало у меня будет вот здесь. Вот это будет оранжевый маркер. Начинаем вот отсюда. Значит, идет дальше 29 петель. Вот эти 29 петель. Дальше идет 5 петель на реглан. Вот эти вот. Потом идет рукав 13 петель. И так далее. 5 петель на реглан. Затем перед 37 петель. Опять 5 петель вот эти вот на регланную линию. И 13 петель на рукава. Дальше идет 5 петель на реглан. Вот эти вот последние. Значит, сейчас мы с вами провяжем первый ряд установочный. Это будет резиночка 1 на 1. Берем спицы номер 4 и провязываем резиночку 1 на 1. То есть одна лицевая, одна изнаночная. После этого перейдем на узор вот этот наш. Так, что касается регланной линии. Она будет вывязываться следующим образом. Обязательно смотрите, количество петель все должно быть нечетное. Значит, мы отсюда начнем. И это будет первая изнаночная. Последняя по спинке тоже будет 29 петля изнаночная. Что касается регланных линий, мы с вами начинать будем именно с лицевой. Значит, будет лицевая, изнаночная, лицевая. То есть первая лицевая, последняя лицевая в регланной линии будет всегда у нас лицевая. В каждой регланной линии. Начинаем с изнаночной. Вот здесь вот тоже заканчиваем изнаночной. Здесь то же самое. После регланной линии начинаем с изнаночной и заканчиваем изнаночной. По переду будет также аналогично. Так, теперь что касается ростка. Я буду вывязывать росток 16 рядов. Плотность вязания я свою высчитала 3,7 рядов в 1 сантиметре. Росток у меня будет примерно 4,5 сантиметра, поэтому я буду провязывать росток 16 рядов. То есть 8 рядов лицевых и 8 рядов изнаночных. Вы можете сейчас перейти по ссылке, которая появится в правом верхнем углу. И в этом мастер-классе тоже посмотреть, найти по тайм-кодам, как вывязывается росток. Так, у меня уже провязан росток. Получается вот это вот разница, это росток. 4,5 сантиметра. А это перед. Таким образом выглядит.
касается дальнейшего вязания, мы сейчас будем с вами вязать реглан. Прибавки будут по регланным линиям. Прибавки будут через один ряд, то есть один ряд с прибавками до реглана и после. Второй ряд без прибавок. Итак, вяжем на свою высоту. Вяжем следующим образом. Первый ряд и все нечетные ряды идут с прибавками. Значит, после маркера убавка делается следующим образом. От себя. Вот так. Ниточка идет туда. Дальше идет, смотрите, лицевая. Значит, она идет уже с накидом. Вот так. Изнаночная провязывается. Так повторяем до конца. Вот этого перед маркером возле регланной линии будем делать опять прибавку. Изнаночную провязываем, лицевая с накидом. Изнаночную провязываем, лицевая с накидом. Сейчас дойдем до регланной линии, покажу вам, как выполнять эти прибавки. Дохожу до конца ряда, лицевая идет с накидом, дальше изнаночная провязывается. Вот здесь у меня был провязан накид, сейчас будет лицевая с накидом. И делаем прибавку перед регланной линией. Каким образом? Сейчас уже идет накид к себе. Вот так. Еще раз покажу. Закручиваем ниточки. Вот таким образом ниточка идет к себе, к нам. Вот так. Это прибавка до маркера. Дальше регланной линии провязываем. Также снимаем лицевую с накидом. Изнаночную провязываем. Лицевую снимаем с накидом. Изнаночную провязываем. Лицевую снимаем с накидом. Маркер переснимаем. И после маркера опять идет прибавка. Прибавка от себя. Прибавка от себя. Закручиваем вот так вот ниточку. И она идет, ниточка, уже туда. То есть это накид от себя. Так, сейчас внимательно смотрим, что у нас за петля. Лицевая, изнаночная, лицевая. Значит, лицевая вот эта должна быть с накидом. Вот таким образом снимаем. Дальше провязываем изнаночную и точно так же провязываем этот ряд. Это ряды с накидами. Так они идут. Вот эти вот прибавки до регланной линии, после регланной линии в четных рядах. Так, у меня уже реглан немножко провязан. Если посмотреть вот сантиметр, кстати, мы длину реглана меряем по переду. Не по спинке. Длина реглана меряется, не по спинке, потому что там у нас росток был. Естественно, будет реглан больше. А меряем по переду. Замеряем вот таким вот образом и смотрим. Но помним про то, что английская резинка и полуанглийская резинка, она растягивается в длину. Поэтому где-то на 1 сантиметр точно вытянется полотно. Вот так вот немножко растягиваем и смотрим вот эту длину. 22 сантиметра. Вот на данный момент у меня провязана длина реглана. Значит, у меня будет 25 сантиметров, поэтому я еще 3 сантиметра буду провязывать дальше этот реглан. Так, я вам даю подсказку, как можно посмотреть, какая длина реглана вам нужна. Для этого можно просто примерить на себя или на того, на кого вяжете, и посмотреть вот эту длину реглана. Если длина реглана уже, скажем так, подходит к вашим подмышкам, то, естественно, можно на этом завершать вязать реглан. Это во-первых. Во-вторых, можно даже взять вот кофту. Если у вас есть кофта, которая реглан, скажем, самый для вас идеальный, вот как у меня вот эта кофта, у меня реглан просто идеальный, вот это вот. Поэтому я часто прикладываю именно к этой кофте и смотрю. Вот смотрите, вот начало реглана. Я вот вставляю, прикладываю сюда и смотрю вот таким образом. Видите? Мне вот где-то, да, 3 сантиметра еще нужно провязать. На данный момент вот так вот выглядит наше полотно.
в таком вот виде. Здесь можно просто измерить в сантиметрах, взять, то есть спицы с длинной леской, даже 2 пары спиц у меня, одни 120 сантиметров даже. Вот эта спинка. Вот эта спинка получается где-то, вот видите, 46 сантиметров. Значит, мне нужно, чтобы ширина была где-то 52 сантиметра. Значит, видите, все равно не хватает реглана, поэтому я еще буду провязывать. И вот таким образом измеряем. Кстати, могу измерить по спинке 22 сантиметра. Видите, не растянутом виде. А по переду здесь будет всего в нерастянутом виде 20 сантиметров. Но помним про то, что мы меряем именно по переду, и она растягивается. То есть вот таким образом измеряем, немножко оттягиваем, потому что полотно растянется. Так, и рукава давайте еще измерим. Рукава на данный момент где-то 34 сантиметра. Значит, я еще буду провязывать 3 сантиметра. И длина реглана у меня будет 25 сантиметров. Вы можете провязывать дальше на свою длину. Я вам сейчас вставлю вот эту вот табличку. И по этой таблице можете вязать этот реглан. Но помните про то, что в этой таблице я всегда, лично я, всегда отнимаю 1 сантиметр. Почему? Потому что все равно как-то будет многовато. И тогда рукав какой-то становится такой вот широкий прямо. Вот, поэтому я в этой таблице всегда отнимаю 1 сантиметр. Итак, реглан у меня уже провязан. В сантиметрах 25 сантиметров. Вот так вот я прикладывала, смотрела, меряем по переду, да. Не там, где у нас спинка, а именно там, где реглан идет по переду. 25 сантиметров для моей длины. Так, мы находимся сейчас вот здесь вот. Это идет рукав. Вот у нас рукав. Дальше идет у нас спинка. Вот эта спинка. Мы с вами сейчас провяжем полностью спинку. У меня идет, кстати, вот ряд с накидами. Так. По количеству петель, вы знаете, я сейчас вам конкретно напишу, сколько петель на рукавах, сколько петель по спинке и по переду. Так, и сейчас мы с вами провязываем. Каким образом? Сейчас идем вот этот ряд по спинке. Так, захватываем вот эти вот петельки регланные, они пойдут тоже в спинку с одной стороны и с другой стороны. Дальше петли рукава мы с вами переснимаем на отдельную или леску, или на отдельную спицу. И соединяем дальше перед. После этого, как провяжется перед, захватываем линии реглана, они тоже пойдут вперед и с одной и с другой стороны. И вот эти вот петли рукава, второго рукава, опять переснимаем на отдельную леску или ниточку. И соединяем уже опять со спинкой. Вот таким образом, вот по центру мы с вами будем дальше вязать. Так, я вам сейчас пока... Кроме этого, конечно, мы набираем подрезы. Для подрезов я буду набирать немного, 3 петельки с одной стороны и с другой стороны. Вы смотрите сами. Если у вас широкий рукав, вы можете набрать и больше петель. Самое главное, чтобы это число было нечетное, потому что для провязывания вот этой вот полупатентной резинки нужно добавить нечетное количество петель. И в этом ряду мы уже накиды, точнее прибавки по регланным линиям не делаем. Можно вообще вот этот маркер убрать и помнить про то, что вот эти вот петли реглана, они пойдут в спинку. Поэтому начинаем сейчас провязывать петельки. И смотрите, чтобы у нас узор все-таки был одинаковый, да, видите, они закончились и уже все, должны идти с накидами. Мы с вами сейчас вернемся назад. Вот таким образом. Так, это будет у нас начало ряда. Так, и по регланным линиям, смотрите, у нас получается, что вот эти вот петли, они с накидами, а здесь без накида.
Значит, каким образом мы с вами будем так делать? Конечно, мы с вами сохраняем этот узор, поэтому вяжем вместе, затем провязываем изнаночную, опять провязываем вместе, изнаночная и еще провязываем вместе. И смотрите, вот отсюда у нас получится, что будет начало ряда. То есть не с самого начала, вот здесь вот у нас еще добавятся петли подреза, поэтому здесь ничего страшного не будет. Вот. Но мы начало ряда будем выполнять именно здесь, для того, чтобы все-таки узор этот сохранялся и красивое было завершение. Вот, поэтому сейчас идет у нас изнаночная и уже с накидом провязываем вот таким образом. После того, как выполним петли подреза, у нас здесь все уравняется, поэтому начало ряда, еще раз обращаю наше внимание, будет именно здесь. Так, подходим к концу вот этого ряда по спинке. Дальше идет изнаночная. Захватываем петли реглана. Вот сейчас они у нас уже идут тоже с накидами. Последняя петля с накидом. Так, и вот это маркер, который отделяет сейчас рукав. Так, у нас идут петли рукава, значит, мы их переснимаем на отдельную или леску, или ниточку. Я буду брать леску и переснимать. Спицы можно немножко меньшего размера взять. Единственное, у меня, вот видите, вот такая вот леска. У меня почему-то уже несколько штук лесок поломались. Даже вот когда я сейчас вязала, то же самое. Вот ломалась леска, поэтому вяжу такими вот китайскими спицами. Вот, но я беру вот такую заглушку и затем вставляю заглушку, которая поменьше. И она хорошо, вы знаете, держит вот. Не достанется. Сама по себе она не потеряется и хорошо фиксирует край. Так, ну, с другой стороны есть, но все равно она уже, скажем, без толку. Так, и все. И сейчас я переснимаю эти петли рукава на отдельную леску. Вот таким образом. Так, вот петли рукава я сейчас захватываю таким образом. И эту тоже спицу убираю. И сейчас ставлю такую вот заглушку. Так, вот у нас рукав один переснят, петельки. Так, сейчас соединяем уже, там спинка, а здесь у нас перед. Значит, соединяем сейчас с передом. Для этого мы должны набрать еще 3 петли подреза. Я буду набирать 3, а вы смотрите сами. Можете 5, можете 7. Если у вас рука, скажем, нормальная, не полная, значит, достаточно 3 петель. Но все равно немножко петель подреза я всегда набираю. Для того, чтобы все-таки было красиво и аккуратный такой переход от переда к спинке и наоборот. Так, вот смотрите. У нас идет реглан, и мы его захватываем вперед. Петли реглана, да, поэтому набираем эти петельки вот таким образом. Смотрите внимательно, чтобы все было понятно. Вот у нас последняя лицевая, значит так. Набрасываем воздушную петлю вот так. 1, 2 и 3. Вот так. И сейчас соединяем уже перед. Вот у нас эта петля, значит, она у нас идет лицевая с накидом. Вот почему, смотрите, почему должно быть нечетное количество, потому что последняя у нас лицевая здесь и здесь лицевая. Если мы наберем четное количество, да, то у нас будет, допустим, будут идти дальше изнаночная и лицевая, а здесь уже лицевая. Поэтому должно быть нечетное количество, как я уже обратила ваше внимание. Поэтому сейчас идем с накидом, эту петельку снимаем. Единственное, подтягиваем немножко, чтобы оно было все-таки здесь потуже, потому что потом будет широкое такое вместе соединение. Провязываем петли реглана.
Убираем уже этот маркер. Дальше пошел перед у нас тоже с этими накидами. Провязываем перед. Доходим до регланной линии. Вот она, регланная линия. Тоже ее мы захватываем вперед. И точно таким же самым образом будем. Так, захватываем петли реглана по переду. Одна петля, вторая, третья, четвертая и пятая. Так, это у меня были просто маркеры, я их сниму. Так, убираем вот этот маркер. И сейчас у нас идут уже петли рукава. Мы их переснимаем тоже отдельно. Я беру спицы, леску, уже заглушка есть. И переснимаю тоже. Обязательно пересчитайте, чтобы количество петель на рукавах у вас было одинаковое. Значит, у меня 87 петель на рукавах. Должно быть нечетное, потому что мы будем набирать 3 петли, и чтобы сохранялся этот вот рисунок. Смотрите, вот у нас будет последняя лицевая. Здесь у меня должна быть последняя лицевая, вот. И 3 петли мы наберем. Будет следующая изнаночная, лицевая и опять изнаночная. И с этой вот мы набираем, соединяем, будет все верно. Так, переснимаем эти петельки и затем набираем петли подреза. Так, петли рукава второго тоже я пересняла. Убираю вот это вот маркер. Он у нас будет вот здесь вот начало ряда. Вместо этого я сейчас повешу. Так. И делаем 3 петли подреза. Набираем воздушным путем. Одна петля, вторая петля и третья петля. Все. Вот мы набрали 3 петли и соединяем уже спинку. Это у нас спинка. Так, петли подреза у нас еще идут с рисунком, с накидом. Так, первая петля лицевая, значит, накид выполнили. Дальше изнаночная, лицевая с накидом, изнаночная и опять лицевая с накидом. Так, вот у нас будет начало ряда. Оранжевый маркер, начало ряда. Так, второй ряд уже идет. Значит, провязываем лицевые с накидом вместе, а изнаночные как обычно. Дойдем до подреза и провяжем петли подреза. Так, провязываем петли реглана сейчас. Так, доходим до подреза. Смотрите, последняя петля у нас лицевая, значит, следующая должна быть изнаночная. Аккуратненько провязываем изнаночную петлю. Дальше должна быть лицевая, провязываем лицевой петлей. Следующая опять изнаночная. И идет у нас уже петли реглана, которые были, тоже лицевая. Значит, смотрите, у нас здесь уже будет начало ряда, по-моему. Нет, не начало ряда. Начало ряда здесь. Значит, да. Сейчас мы с вами провязываем. Вот был накид. Не перепутайте. Мы провязываем вместе с накидом. Вот так вот соединяем вот эти вот петли подреза. Дальше идет у нас изнаночная петля. И опять лицевая. Все. Петли подреза мы с вами выполнили. Поэтому таким же самым образом мы с вами будем выполнять и на другой стороне, там, где вот эти вот петельки подреза. Что касается дальнейшего вязания, дальше будем вязать уже по кругу на свою длину. Итак, у меня уже провязана вся длина от проймы и до низа
30 сантиметров. Сейчас я буду провязывать резиночку дальше и перейду на спиц уже номер 3. Троечка 80 сантиметров тоже будем провязывать эту резиночку. Резиночка обыкновенная, 1 на 1, вот такая же, как и на воротничке. Так, что касается длины резинки, вы знаете, вы смотрите на свою длину. То есть можно вязать подлиннее, можно покороче. Но вот эта вот длина, еще раз обращаю ваше внимание на то, что здесь у меня 30 сантиметров, но она вытягивается. Чем длиннее полотно, тем оно больше вытягивается. Провязываем обычную резиночку 1 на 1. Меняем спицы, как я уже сказала. Номер 3 у меня. Там, где лицевая, провязываем лицевой. Там, где изнаночная, провязываем изнаночной. И так повторяем. Перед закрытием у меня будет полая резинка. Несколько рядов, поэтому я остановлюсь и покажу, как буду дальше завершать. Дальше провязываем самостоятельно на свою длину. Итак, резиночка у меня внизу уже провязана. Так, в сантиметрах это 6 сантиметров. Так, сейчас я буду провязывать 2 ряда полой резинки. То есть перед тем, как закрывать последний ряд, у меня будет 2 ряда полой резинки. Первый ряд будет заключаться в следующем. Лицевая петля снимается, нить за работой. Изнаночная провязывается. Опять лицевую мы снимаем нить за работой, а изнаночную провязываем. Так до конца ряда. Это первый ряд. Так, подхожу к концу ряда и напоминаю, что нить должна быть за работой, когда лицевая петля. Не так, как мы провязываем вот эту вот лицевую до того времени, когда мы с вами вязали полупатентную резинку. Не вот таким образом, а нить за работой. Вот так должна быть эта ниточка. Так, первый ряд мы с вами завершили. Сейчас идет второй ряд. Одну лицевую мы с вами провязываем, а изнаночную мы снимаем нить перед работой. Вот изнаночная снимается, нить перед работой. Вот таким образом. И повторяем. Лицевую мы с вами провязываем, а изнаночную снимаем нить перед работой. Провязали лицевую, сняли изнаночную, нить перед работой. Вот она. И вот таким образом у нас идет второй ряд. После того, как мы с вами провяжем этот ряд, дальше идет закрытие петель. Так, 2 ряда полой резинки у меня уже провязано. Сейчас я буду закрывать петли фабричным способом. Отмеряем ниточку. Вот это вот наше расстояние, наш круг должно быть примерно 3 расстояния. Да? Вот так вот меряем, замеряем и примерно 3 такие ниточки отмеряем. Затем вдеваем нить в иголку и закрываем петли фабричным способом. Я сейчас вам конкретно показывать не буду. Если кто-то не умеет, можете перейти по ссылочке, она появится в правом верхнем углу, и посмотреть это фабричное закрытие петель. Так, петельки у меня уже закрыты. И вот так они выглядят поближе. Вот это вот закрытие. Полностью, да. Так, хорошо смотрится, поэтому я пользуюсь очень часто этим способом. Так, теперь приступаем к провязыванию рукавов.
Итак, один рукав у меня уже провязан полностью. Вот так он выглядит. И сейчас мы с вами будем вязать второй рукав. Что касается убавочек, то убавочки выглядят вот таким образом. Вот так вот выглядят убавочки по изнаночной стороне. Тоже так аккуратно. Так, и провязываем сейчас второй рукав точно таким же самым образом. Что касается рукава, смотрите, 87 петель у нас вот здесь вот. Мы доберем 5 петель, 3 петли подреза, еще по одной петле боковой с одной стороны и с другой. Всего у нас получится 92 петельки. Так, я перейду на спицы номер 3,5 буду вывязывать рукав. И убавки будем выполнять следующим образом. Смотрите, 3 петли вместе будем всегда провязывать для того, чтобы сохранялся этот рисунок наш. 3 петли вместе по центру. В третьем ряду, затем в седьмом ряду. И далее в каждом 16-м ряду. То есть 23, 39, 55, 71, 87, 103, 119 и 135. Так, 16 убавок у меня будет. То есть получается 4 петельки вот эти вот здесь вот мы сократим по 2 петли в третьем и седьмом ряду, 4 петли и плюс 16 вот этих вот убавок. То есть 20 петель мы с вами убавим по рукаву вот здесь вот, да, и у нас останется на спицах 72 петли. И тогда мы с вами будем выполнять уже убавки перед вывязыванием манжета. 72 петли на манжет я оставлю 48 петель. Значит, 24 петли мы убавим перед манжетом. Одну провязываем, 2 петли вместе. Спицы будут на манжете номер 3. Что касается количества рядов, по рукаву у меня провязано 162 ряда. Это до манжета. Сейчас мы с вами берем спицы номер 3,5, как я сказала. Переснимаем вот эти петельки на спицу. И будем уже вязать вот этот вот рукав. Так, вяжем второй рукав. Значит, нужно эти петельки на спицу перенести. Если у вас на ниточке, тоже их нужно перенести все на спицу. Я вот таким образом буду брать и беру в работу сейчас спицы номер 3,5, 40 сантиметров. Так будет удобнее вязать. Если кто-то хочет вязать другим способом, можно в принципе вязать методом Magic Loop. То есть брать спицы 80, допустим, сантиметров, провязывать или больше, и именно пользоваться вот таким вот способом. Если кто-то не умеет пользоваться Magic Loop способом, можете посмотреть на канале, у меня есть тоже отдельное видео. Так, я буду брать маленькие спицы 40 сантиметров. И сейчас перенесу их полностью на эти спицы короткие. Так, берем ниточку в работу. Немножко оставляем кончик. И начинаем с вами набирать петельки вот отсюда. Как я уже сказала, 5 петель мы должны с вами набрать. 3 петли подреза и по одной петле дополнительной. Так. Мы с вами начнем. Давайте вот отсюда. 3 петли наберем, а дополнительно вот это вот наберем в последнюю очередь. То есть она у нас будет последняя. Сейчас набираем петли, вот эти вот 3 из подреза. Каким образом? Смотрите, вот у нас петля эта изнаночная. Мы будем ее набирать следующим образом. Не вот так вот, как обычно, а именно с изнанки. Раз у нас петля изнаночная, значит я вот набираю таким образом. Продеваю сюда вот спицу и поддеваю таким образом, как это
изнаночная петля. Можно, конечно, брать крючок, наверное, лучше, но я постараюсь вот эти вот петельки быстренько так продеть. Вот у нас, видите, получилась изнаночная петля. Дальше идет у нас лицевая. Мы лицевую берем вот таким образом, как обычно. Поддеваем уже с лицевой стороны и забираем. Но лучше, конечно, взять крючок. Так, вот, видите? Все. Так, и еще одна петля у нас изнаночная. Опять мы с изнанки, вот оттуда, продеваем спицу вот сюда и подхватываем эту петлю, как будто она у нас изнаночная. Вот так. Вот у нас, видите, 3 петельки мы с вами набрали. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Это петли подреза 3. Одна будет дополнительная здесь. И вот сейчас мы с вами еще одну дополнительную выполним. Выполняем таким образом, чтобы не было дырочек. Значит, смотрим внимательно. Где-нибудь вот так вот подхватываем. И, конечно, смотрим, чтобы не было нигде дырок. Вот смотрите, я могу, в принципе, так вот и выполнить. Дальше у нас идет ряд с накидами. То есть одна лицевая, одна изнаночная. Повторяем до конца ряда и остановимся вот в конце ряда. Так, вот в конце ряда нужно дополнительную петлю набрать. Вы знаете, здесь не принципиально будет лицевая или изнаночная, потому что мы ее сократим. Через один ряд мы ее будем сокращать. Так, я ее давайте наберу лицевой петлей. Вот где-нибудь, для того, чтобы не было здесь дырки, можно набрать петельку одну добавочную. Мы с вами ее потом сократим. Таким вот способом где-нибудь вот так вот поищите, чтобы зацепиться за какие-нибудь две дужки, вот допустим эти, и набрать. Так, вот здесь вот будет некрасиво, значит мы так делать не будем. Давайте поглубже возьмем, вот так вот, вот так вот, потянем. Ну, я думаю, в принципе, будет нормально. Здесь не должна быть такая дырка огромная. Так, дальше идут у нас петли подреза. Вот они. Мы потом этой ниточкой, ее даже по одной можно взять и вот просто вот закрыть эти дырки где-нибудь. Иголочкой повторяю все петельки. Значит, сейчас провязываем петли подреза, так как они у нас и по рисунку идут. У нас будет идти изнаночная петля, мы с вами провязываем изнаночной. Подтягиваем вот эту вот ниточку тесно. Так, и вот это вот у нас уже петля должна быть с накидом. Значит, мы ее делаем с накидом. Лицевая. Дальше идет у нас изнаночная петля. Просто. Это лицевая. Мы пока еще с вами провяжем ее. Можно даже с накидом, чтобы сохранялся рисунок. А в следующем ряду мы ее сократим. То есть в третьем ряду. Так. Да, в третьем ряду мы с вами будем сокращать вот эти добавочные петельки. Так, ну и дальше провязываем уже по рисунку. То есть лицевые, изнаночные. Идет у нас уже второй ряд. Так, третий ряд идет уже с убавками. Так, мы с вами выполним убавки следующим образом. Вот эти вот дополнительные петельки, да. Так, первая петля подреза изнаночная провязывается, подтягиваем ее. Следующая лицевая петля подреза подтягиваем. И изнаночная опять. Так, сейчас у нас вот эта вот петля, она у нас с накидом. Мы ее должны убавить. Так, с соседней петлей вместе вот этой мы провяжем изнаночной. Вот таким образом. Так, и дальше у нас идет ряд с накидами. Так, в конце 7-го ряда у нас будут 3 петли вместе лицевой. Вот эти вот центральные петли, которые были подрезом. Остается у меня еще одна петля, я ее
провязываю накидом. Это конец конец 7-го ряда. Значит, 3 петли вместе, я их буду провязывать лицевой. Почему? Потому что, смотрите, лицевой провяжу, а у нас здесь по обе стороны лицевые. Значит, нужно провязать изнаночной. Логика понятна, да? Значит, с одной стороны вот у нас лицевая, с другой стороны лицевая. Значит, естественно, мы должны уже сейчас провязать не 3 петли вместе лицевой, а изнаночной. Я немножко неправильно сказала. Поэтому сейчас мы провязываем изнаночной петлей. 3 петли вместе просто вот подхватываем и провязываем. Вот таким образом. Подтягиваем, конечно, все это. Обязательно нужно подтянуть хорошенько. То есть у нас вот здесь вот лицевая, сейчас изнаночная, и будет опять лицевая. Пойдет уже 8-й ряд. Лучше всего, конечно, повесить маркер, чтобы мы знали точно, где у нас начало ряда. И дальше уже провязываем рукав, делая вот эти вот убавки. Значит, сейчас у нас 7-й ряд. Следующая убавка у нас будет в 23-м ряду. Дальше 39-м, ну и так далее. Единственный момент, вот сейчас у нас была убавка в 3 изнаночные вместе. А в следующий раз тогда уже будут 3 петли вместе лицевой. И они будут чередоваться. Сначала 3 изнаночные вместе, а в каждом 16 ряду дальше будут уже 3 петли вместе лицевой. И таким образом будут повторяться убавочки вот так вот, как выглядят они в этом рукаве. Вот смотрите, вот здесь у нас 3 петли вместе были, а затем 3 петли изнаночные. Вот 3 петли вместе лицевой, а дальше 3 петли вместе изнаночные. И дальше опять чередование. 3 петли вместе лицевой и 3 петли вместе изнаночной петлей. Так, вот таким образом мы с вами провязываем вот эти вот ряды. 162 ряда. 162 ряда до манжета. Итак, я сейчас подхожу к манжету. То есть у меня уже вывязан полностью рукав. Вот это вот количество рядов, которое было и по этому же рукаву. Так, сейчас подхожу к манжету. У меня на спицах 72 петли. Спица номер 3,5. 40 сантиметров леска еще я вязала. Сейчас я буду переходить на спицы 80 сантиметров номер 3. Почему 80? Для того, чтобы было удобнее вязать. Потому что сейчас будем сокращать петли. Будет еще уже. И вязать на таких спицах 40 сантиметров, конечно, я не смогу. Поэтому можно переходить на чулочные спицы. Или же пользоваться методом Magic Loop. То есть берем спицы с длинной леской. И волшебная вот эта вот петля, которая образуется при вязании, она очень хорошо помогает в таких случаях. 72 петли сокращаем 24. То есть всего должно остаться 48. Так, будем провязывать следующим образом. Сокращаем через одну петлю. То есть одну петлю провязали. Вот сейчас, допустим, одна у нас лицевая. Дальше провязываем 2 вместе. То есть 2 вместе должны провязать изнаночной. У нас идет резиночка 1 на 1. Так, следующая петля опять провязали. Лицевая следующая. Дальше опять 2 вместе. Они будут изнаночные. И вот таким образом повторяем. Лицевая провязали, 2 вместе, изнаночная. Затем провязываем резиночку 1 на 1. Я буду провязывать вот на эту длину, такую же, как и внизу. У нас примерно вот такой, столько сантиметров. После этого 2 ряда полой резинки у меня будет. И фабричное закрытие петель. То есть точно так же, как и внизу. Я буду провязывать этот манжет. И вот так вот выглядит этот свитер полностью, когда уже я его провязала. То есть я его полностью завершила, останется только провести ВТО.
Постираю, конечно, я вручную, руками. Ни в коем случае в машинке стирать нельзя такие вещи. Поэтому надеюсь, что у вас тоже все хорошо получилось. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Всем большое спасибо за просмотр. Нажимайте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И, конечно же, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем спасибо за просмотр.